Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о подарках, которые никогда не стоит брать у недоброжелателей, а также поговорим о подарках, с помощью которых вам пытаются передать порчу и забрать у вас достаток, изобилие и благополучие. Друзья, очень важная ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите слово «душа», и тогда ваша судьба наполнится огромным богатством и счастьем. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам, друзья, отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, если проанализировать слово «подарок», то он будет ассоциироваться с чем-то интересным, воодушевляющим и, конечно же, заманчивым. Взрослые люди в большинстве любят подарки не меньше, чем дети, и также радуются им, но стараются при этом скрывать эмоции и принимать его как что-то обыденное. Подарок в большинстве случаев приносит только положительные эмоции, но в данном случае большое значение имеет то, от кого же мы его получаем. Есть люди, от которых хочется принимать подарки, а есть люди, от которых мы принимаем подарки с большим удовольствием и уважением. Но, к сожалению, есть люди, от которых ничего не хочется брать, и в данном случае было бы лучше, если бы они не приносили подарок. Порой у нас с такими людьми ничего не происходит. Мы не ругались с ними, не выясняли отношений, просто наше внутреннее чутье подсказывает, что стоит поберечься, что энергетика у такого человека насквозь пропитана негативом и злостью. Но ни для кого не секрет, что все вещи и предметы, с которыми человек соприкасается в своей жизни, и не имеют значения. Он прикасается к ним разово, держит на протяжении какого-то времени в руках, или же эта вещь, предмет, ранее ему принадлежали. Это все напитывается его энергетикой, и вот в данном случае такой подарок вбирает в себя негатив, а мы сами того не подозревая, на подсознательном уровне это ощущаем и, не желая принимать этот негатив в свою жизнь, противимся ему. Многие люди стараются подавить такие ощущения, оправдывая данного человека, что он же принес подарок, он выбирал его, покупал, значит, не желает зла. Просто это чувство неприязни играет такую роль, но такие мысли неправильные, и данный человек, ошибаясь, принимает такой подарок без опасений, приносит его домой, оставляет, а через время с ним начинают происходить какие-то неприятные события, а он уже не связывает их с этим подарком, из-за чего и тратит очень ценное время, позволяя данному негативу оказывать на себя губительное влияние, разрушая энергетику и меняя жизнь в не наилучшем направлении. Поэтому, если вы что-то ощущаете, вам что-то не нравится, что-то вас тревожит, научитесь прислушиваться к себе, доверять своему внутреннему чувству. Такая привычка вас от многого сможет уберечь, помочь обойти неприятности, беды и злых людей, которых вы еще не распознали, но уже чувствуете на энергетическом уровне их присутствие возле себя. Когда вы принимаете подарок и вы чувствуете, что от него веет холодом, или же в этот момент по вашему телу пробегает дрожь, так и знайте, что данный подарок напитан негативом, который направлен на то, чтобы у вас начался нехороший жизненный этап, на то, чтобы у вас что-то отобрать, привлечь беды, разрушить то, что вы на протяжении долгого периода времени строили, добивались. На такой подарок может быть даже наложена порча. Особенно это касается таких предметов, как зеркала, игрушки ручной работы, свечи, нижнее и постельное белье. Если же вы берете подарок в руки, в этот момент ощущаете пронизывающий страх, это укажет вам на то, что этот подарок проклят, и вы всем своим энергетическим биополем это ощутили. И начиная принимать данный разрушительный негатив, который очень сильный и способен начинать действовать моментально. От такого подарка лучше сразу отказаться.
Даже если вы обидите того, кто вам его принес, не стоит бояться это сделать, ведь человек не побоялся целенаправленно вредить вам. В большинстве случаев проклятия накладывают на подарки, с которыми человек как можно будет чаще взаимодействовать или же вообще практически не снимать. Это может быть цепочка, это может быть кольцо. В таких случаях эта энергия запускается в беспрерывное русло, и жизнь человека в очень короткий срок переворачивается с ног на голову, на часы. В таком случае проблемы со здоровьем будут преследовать данного человека. Но и что-то для волос, гребень, украшение какое-то, шапка и так далее. В данном случае перекроется сильный энергетический канал, и светлые энергии перестанут поступать в жизнь данного человека. А вот негатив он будет подбирать отовсюду, из-за чего депрессия, беды будут приумножаться и накапливаться в его жизни. Если же по какой-то причине вы все-таки решили принять такой подарок, вам нужно сразу же поджечь тоненькую восковую свечу, капнуть на него воском и при этом проговорить такие слова: «Воском проклятие запечатываю, оно не распространяется, на мне не отображается». Затем вокруг данного подарка сделайте круг из соли, проговаривая такие слова: «Соль, негатив из данной вещи вытяни, ее очисти, пусть тот посыл, что в нее вложили, уйдет, и те помыслы, что мне она передавала, с собой заберет». Так она должна будет пролежать не менее 3 часов, после чего вы решите, что с ней делать. Соль ни в коем случае нельзя трогать голыми руками. Соберите бумагой, либо же в резиновых перчатках и смойте в канализацию. Перчатки вынесите из дома и выбросите. Если вы его перепродадите, он утратит какое-либо к вам отношение, и вам не о чем будет переживать. А тому, кто его купит, он уже не принесет вреда, так как данное действие сделано не на этого человека. Сдадите в ломбард, если это украшение, а тогда отдайте одну любую купюру нуждающемуся с тех денег, которые за него вы получите. Таким образом, вы тоже потеряете с ним связь. Если решили оставить, тогда проведите сильную энергетическую чистку, для которой вам понадобится черный перец, бадьян и 2 веточки полыни. Первым делом на данную вещь насыпьте черный перец, после чего струсите его в окно, проговорив такие слова: «Все зло прочь этот перец унесет, вещь, проговаривайте, что это, от него очистит». Затем подожгите бадьян и сделайте вокруг этой вещи 7 кругов, проговаривая такие слова: «Эта вещь больше негатив не излучает, энергетической чистотой сияет, больше тот, кто ее проклял, это сделать не сумеет. В таком случае силу свою потеряет, негатив берет и в страх ночи обретет». Затем, после того, как проговорите данные слова, бадьян не выбрасывайте, его нужно будет занести и оставить возле дома того человека, который преподнес вам данный подарок, чтобы находиться под защитой от его дальнейших действий. Последним этапом возьмите веточки полыни, подожгите их и окурите ними данный подарок, проговаривая такие слова: «Только светлые энергии данную вещь наделяют, мне помогают, от всего плохого оберегают, а хорошее приумножают. Буду эту вещь надевать или использовать, счастье привлекать. Так данная вещь более не будет оказывать на вас негативного влияния, а наоборот начнет помогать вам и притягивать нужные энергии». Веточки полыни вынесите на улицу и выбросите на природе. Часто самыми опасными людьми, способными причинить вред и подарить подарок с негативом, оказываются люди, которых мы считаем близкими и от которых даже не ожидаем такого поступка. Это может быть подруга, которая завидует вашей внешности, тому, что у вас есть вторая половинка, или же крепкая семья, а ей по какой-то причине так не повезло, как вам, и она не желает найти данную причину, так как для этого нужно пересмотреть, все ли она делает правильно, и, возможно, начать что-то менять в себе. И это, поверьте, непростой труд. Поэтому ей проще всего найти того, кого она скрыто будет ненавидеть и в этом обвинять, то есть вас. Такие люди часто знают секреты, знают слабые стороны, и им не составляет труда
подарить заговоренный подарок, а затем наблюдать со стороны, как жизнь того, кому он преподнесет, будет рушиться, и радоваться этому. Но данный человек настолько зол, что он не осознает, что от того, что у вас все станет плохо, у него-то не наладится, так как главной целью является именно причинение вам вреда. После такого подарка на протяжении некоторого промежутка времени в вашей жизни начнет происходить то, на что жалелась вам ваша подруга. В семье и отношениях начнут происходить ссоры, возникать на ровном месте недопонимание. Там, где ранее ничего подобного не происходило, муж может в таком случае увлечься даже именно той подругой, которая была вхожа в дом и от которой вы получили такой подарок. Вам нужно продать такой подарок, а деньги отдать на благотворительность, проговаривая при этом 5 раз такие слова: «Отношения свои сохраняю, их от разлучницы уберегаю. Прочь из нашей жизни уходи, свой негатив с собой собери. Если еще в дом наш войдешь, разрушительный негатив в нем обретешь». Так данный человек, придя к вам, будет чувствовать себя разбито. У нее могут начать происходить проблемы со здоровьем, а когда будет думать о чем-то плохом, что касается вас, сразу ее жизнь будет наполнять неприятности, что ее сильно напугает, и она будет стараться держаться от вас как можно подальше. Может начать и портиться внешность, если кто-то из ваших друзей постоянно повторял, что у вас прекрасная кожа или же шикарные волосы, а данному человеку так не повезло, и в какой-то момент у вас начинают сыпаться волосы, появляться прыщи, кожные изъяны. Так и знайте, что именно данный человек преподнес вам такой подарок. Вам нужно срочно его вернуть. В данном случае не очищать, и когда будете возвращать, трижды проговорите такие слова: «Ты негатив в мой дом принесла, я его собрала, порог твой переступила, тебе его возвращаю, и ощутить твои помыслы на себе желаю». После этого у вас с данным человеком, к сожалению, испортятся отношения. Но вы знаете, это даже к лучшему, так как не стоит продолжать общение с людьми, которые только и думают, как испортить вам жизнь. Ну а придя домой, обязательно трижды умойтесь, затем примите душ, выпейте чай с ромашкой и при этом скажите такие слова: «Внешность моя вернись, возобновись, ромашку порчу сними, энергетическое поле укрепи». Очень скоро все у вас восстановится, вы будете вспоминать об этом как о страшном сне. Если вы знаете, что у вас с человеком по какой-то причине напряженные отношения, это родственник, который постоянно от вас что-то требует, или же коллега, который претендовал на должность, доставшуюся вам, возможно, завистник, который всячески старается вас подставить перед руководителем или в повседневной жизни перед окружающими людьми или общими знакомыми, а в один день приносит вам подарок и порой даже не приуроченный к какому-то празднику. Воздержитесь от принятия такого подарка от этого человека, даже если вы увидите, что это что-то красивое или то, что, возможно, вам бы хотелось иметь. Потому что это подарок с подвохом. А так вы убережетесь от ненужных проблем и, как результат, последствий, которые кроме вреда ничего вам не принесут. Такие люди не могут измениться. Они могут только подстроиться под новый жизненный этап и поджидать опять свой момент, влияя на вашу жизнь не самым лучшим образом со стороны. Если кто-то из родных, с кем у вас хорошие отношения, принес вам подарок, и после того, как вы его приняли, вы почувствовали себя нехорошо, у вас разболелась голова, появилась сонливость, такое может быть в том случае, когда, возможно, человек покупал его в плохом настроении, и не потому, что желает вам зла, а потому, что у него что-то произошло. Нужно, если этот подарок можно помыть под проточной водой, это нужно сделать, проговаривая при этом такие слова. Если какой-то негатив к этому подарку прицепился, вода его унеси, а своей живой силой надели, чтобы мне помогал, сильной энергией наделял. Так вы больше не будете иметь неприятные ощущения. Если подарок нельзя очистить с помощью воды, используйте для этого соль. Посыпьте на него сверху 3 щепотки соли крупными кристаллами и при этом скажите такие слова: «Соль плохие эмоции, говорите, с чего собирает и влиять на меня не позволяет». Затем данную соль смойте под проточной водой. Больше этот подарок не вызовет у вас дискомфорта.
Если у вас прекрасная жизнь, все, за что вы берете, с легкостью получается, вы имеете свой бизнес, вы возглавляете хорошую прибыльную компанию, не знаете проблем с деньгами, дом наполняет изобилие, но после того, как вам преподносит подарок, человеку, у которого что-то было плохо, ну, например, безденежье его преследовало, он не мог найти работу, и на следующий день вы с ним меняетесь местами, у вас начинаются денежные проблемы, а у него наоборот – более их нет, или же у вас проблемы на работе, а ему делают прекрасное предложение по работе, о котором еще вчера и речи не шло. Так и знаете, что вам преподнесли подарок, который украл у вас то, чего не хватало данному человеку. Он очень опасен, так как теперь, чем хуже будут обстоять дела у вас, тем лучше они будут становиться у этого человека. От таких вещей не получится просто избавиться, и обязательно вам нужно провести сильную энергетическую чистку, которая поможет вернуть свои энергии и свою жизнь в прежнее русло. Для этого вам понадобится зеркальце, купить в этот день, когда вы будете проводить эту чистку, кусочек ткани, 2 щепотки соли и 3 свечи желтого цвета. Свечи на полу разместите в форме треугольника, но так, чтобы вы с легкостью могли поместиться внутри. Затем насыпьте в его центр, можно на белый лист бумаги, 2 щепотки соли. После чего возьмите зеркало, зайдите в треугольник, подожгите свечи по часовой стрелке, встаньте ногами на соль, после чего топчитесь по ней. В этот момент смотрите на себя в зеркало и проговаривайте такие слова: «Зеркало, все на свои места, вернуть помоги. Того, кто жизнь мою украл, накажи, пусть все мое ко мне вернется, и жизнь прежняя начнется». Когда закончите, зеркало заверните в ткань, не смотрите в него, его нужно будет вынести подальше от дома и выбросить. А свечам дайте догореть, после чего огарки выбросите. От подарка избавиться нужно или сжечь, или перепродать. В течение 3 дней все начнет у вас налаживаться, ваши проблемы начнут уходить. Очень скоро к вам вернется прежняя жизнь, а к вашему недоброжелателю его жизнь. Но вам впредь нужно держаться от такого человека подальше и никогда ничего не брать из его рук. Помните, друзья, об этих правилах, которых мы сегодня с вами поделились. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, этому видео, а в комментарии напишите слово «душа», чтобы ваша судьба наполнилась огромным богатством и счастьем. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.